Всем привет! Это мой первый ролик в таком формате. Как начинать, я не знаю, поэтому начну с предыстории. В начале осени я на какое-то время остался с одним легким. 5 дней вообще счастливо сдавал анализы на корону, пил антибиотики и не подозревал, что на самом деле легкое не дышит. Спасибо врачам, меня прооперировали, вернули легкое на место. Потом период восстановления, работа на удаленке. Так что у меня добавилось как минимум 2 часа в день свободных. И решил я нырнуть в мир Linux, в который нырял как следует лет 10 назад, наверное. Первым делом хотелось чего-то свежего, симпатичного, и наткнулся я на Deepin Linux. Ни винда, ни macOS, что-то среднее, довольно удобное и не мрачное, вот без этих вот черных окон со всех сторон. В черном-черном городе черные окна. Выглядит Deepin, конечно, офигенски, как по мне. Все в одном стиле. Свои приложения в базе в том же стиле. Можно просто окошки открывать, закрывать и радоваться. Но в базе там Debian. А Debian — это значит ничего нового. Все стабильно, но довольно скучно. Тогда пошел я искать дистрибутив хотя бы на Ubuntu. Нашел Ubuntu Deepin. Но тоже скучно, потому что все привычно. Деп-пакеты, apt install update, apt install upgrade. Не устроило. Пошел смотреть, что сейчас популярно, и наткнулся на Manjaro. Да еще и Manjaro Deepin. Да еще и с пакетной системой от Arch. Конечно, все поставил, повозился и немного разочаровался. Не в самом Manjaro, разочаровался в связке Gwin и Deepin Desktop Environment. Плохо они пока подружились, эффекты падают, вид становится уже не таким привлекательным. Закругленные окошки, но без прозрачности он выглядит не так. Помучил я его, добился того, что падать стал Gwin пореже, но полностью от глюков так и не избавился. А вот в пакетной системе прям прикипел. Плюс там еще AUR, почти все новье, прямо из менеджера пакетов. В общем, очень понравилось. И тогда вспомнил, что KDE — это одна из самых настраиваемых штук. А KDE Manjaro хвалят. Решил себе поставить Manjaro KDE, но сделать ему внешний вид Deepin. И довел систему примерно до вот такого вида. Это, конечно, не совсем Deepin, но очень близко. Мне, по крайней мере, нравится. И на текущий момент я могу в нем работать на удаленке, все для этого есть, могу играть в игры. У меня ноут Xiaomi Air года, кажется, 17-го. Плюс по HDMI 34-дюймовый монитор подключен. Так что нормальный способ играть мне не очень подходит, и пользуюсь я 2 системами облачного гейминга. В общем, все описание настроек и установок в один ролик у меня не втиснулось. Да я думал, что и этот минут 15 займет, а получится заметно больше. Но начинать надо по порядку, начинать надо с установки. Так что потом я еще сделаю ролик по рабочим делам, по офису, почте, удаленным подключениям, по вариантам RDP на Linux, аналогам RDP на Linux и тому подобное. И ролик по играм. Везде не обошлось без зубила и напильника, но все работает. И почти без огрехов. В общем, приступаем к установке. Грузимся с Live CD. Запускаем сразу Launch Installer. Выбор языка. Либо английский, либо русский, но потом обязательно английскую клавиатуру ставим. Потому что ни один инсталлятор не дает потом при вводе пароля логина менять настройки клавиатуры. Будете набирать на русском. Да, English US. Диск я не разбивал, не цельный кусок, потому что это виртуалка. Под своп раздел выделять не нужно, потому что Manjaro позволяет своп в виде файла делать. Делается это элементарно, я потом покажу.
Офис тоже не ставим, потому что под визуальный стиль Deepin мне не подходит ни FreeOffice, ни OpenOffice, ни LibreOffice. Установку закончили, перегружаемся. Не забываем диск вынуть, как я забыл, чтобы с него не загрузиться обратно. После входа в систему сразу жмем на Applications в приветственном окне. Он запускает инсталлятор приложений, которые довольно удобно разбиты по разделам и цельными пакетами. Сразу можно выбрать, что нужно, что не нужно, убрать лишнее и добавить то, что необходимо, чтобы потом при обновлении лишнего не качать. Firefox, например, я выбираю, потому что Opera пользуюсь из-за VPN. Thunderbird выбираю, у меня другой клиент стоит, который тоже по стилю больше подходит и по функциональности. Хотя Thunderbird отличный клиент. Все, Update System. Сейчас он удалит ненужные пакеты и начнет ставить новые. Вот дополнительные, которые он предлагает, можно все выбирать. Только в Chrome при установке, Chrome нам потом для игр понадобится. В Chrome для установки не надо выбирать DRM, последнюю галочку. По какой-то причине не ставится, чтобы потом второй раз не перезапускать. Так, поставили обновление. Доставляем языковые пакеты. Это из меню Manjaro. У Manjaro отдельный установщик есть, где есть языковые пакеты, ядра, там же можно драйвера под видеокарту поставить. В правом нижнем углу с буковкой M. Запускаем по Mac. По Mac это менеджер пакетов. Суперский. Тут заходим в настройки. В настройках сразу включаем AUR. Поставить там можно проверить обновления, если пакеты какие-то собрали, чтобы он проверял на более новые. Хранить пакеты в кэше — это на случай, если удалили, потом можно быстро восстановить, чтобы по новой не собирать. Также откат включаем. Ненужные зависимости удаляем при удалении пакета. И автоматически скачивать обновление. Ну и еще можно обновить ядро. Вышло более новое, LiveCD был на 5.8, вышло 5.9. Manjaro позволяет очень просто менять ядра. Мало того, он поставит новое и сохранит старое. Если что-то на новом пойдет не так, при загрузке в Boot Manager всегда можно выбрать Advanced и выбрать, с какого ядра грузится. И, наконец, клавиатура. Смена расклада. Набираем Keyboard, Alt F2. Добавить раскладку. Добавляем российскую. Русскую. И клавишу переключения. Я обычно Alt-Shift выбираю. Все, можно перегружаться.
После перезагрузки можно сразу закрыть приветственное окно и убрать галочку, чтобы не запускалось при старте. Так, запускаем по Mac, сразу ставим LaTeDock, который нам понадобится. Причем ставим релизную версию, не гитовскую, потому что гит-версия по какой-то причине полупустой профиль создает. Вот если поставить стандартно, запустить один раз, создастся профиль, а потом поменять ее на гит-версию, все будет нормально. А гит нам нужен для того, чтобы круглые углы получить на панели меню. Ctrl-Alt-Escape закрываем после запуска LaTeDock и переустанавливаем на LaTeDock Git. Да, не забудьте еще поставить MC, минная команда, лучшая штука для терминала, самая удобная. Менеджер файлов. Запускаем параметры. Поиск наверху включается по Alt F2, либо просто кликнуть на рабочем столе и начинать набирать текст. Сначала переходим к оформлению. Нажимаем «Загрузить оформление». Набираем в поиске DeepIn. Нам нужен DeepIn Lite V20. Устанавливаем. Он по умолчанию сразу же загрузит еще и оформление рабочего стола. Обратите внимание, иконки сразу пропали слева в параметрах системы. Нам надо будет иконки добавить. Оформление уже выполнено DeepIn 20 White. Теперь переходим к оформлению приложений. Вот ни в коем случае не выбирайте хамелеон, хотя он больше всего похож. Потом не грузятся даже параметры. Можно все это исправить, но зачем наступать на одни и те же грабли, на которые наступал уже я. Стиль программ GTK. Там тоже нужно нам DeepIn добавить, потому что иначе они даже не как манжаровский будет какая-то странная смесь. Так, устанавливаем DeepIn GTK Theme. Нам первый раз она виснет. Она всегда со второго раза ставится. Все, убираем DeepIn, применить. Проверить можно на помаке, на менеджере пакета. Он как раз GTK-шный. Вот появилось оформление в стиле, который нам нужен. Да, после перезагрузки стиль останется тот же, но значки станут огромными. Чтобы этого не было, в домашней директории config GTK 3.0 нужно удалить файл Windows Decorations CSS. Сейчас покажу, да, вот здесь он прописан. И тогда размер значков останется нормально. Можно, конечно, как-то более красиво все это сделать, но пока я сделал просто так. Удалил и все. Естественно, удалять нужно из-под другой консоли. Ctrl-Alt-F2 или Ctrl-Alt-F3, там авторизуете и запускаете Minnet Commander и удаляете. Ставим значки. Значки у нас значки темы EOS. Вот они, DeepIn V20.
Сейчас, если перезапустить, будет сразу видно, что значки слева появились. Да, и курсоры мыши. Я, видите, забыл сразу вставить уже на готовой теме. iOS значки по какой-то причине в GTK-шных темах не работают, поэтому лучше поставить DeepIn V20 Cursors. Я темные ставлю, там есть и светлые. Теперь прозрачность настраиваем. Это в эффектах. Можно отдельно поставить прозрачность для меню. Наверху галочку установить. Так, и теперь размытие надо сделать, это так, чтобы прозрачность была заблюренной. Видите, по умолчанию она довольно грязно выглядит, слишком шумно. Поэтому силу шума я обычно уменьшаю, а вот размытие добавляю. Теперь настраиваем консоль, наш терминал, чтобы он тоже не был таким черным и мрачным. Внешний вид, черный на белом, и изменить захват свойства, тоже там прозрачность смотрим. Ну, это 20 поставил, можно 50 поставить, потом, когда включится блер, все будет матовое, красивое. Просто сейчас работать будет дико неудобно, если 50 поставить, будет все прозрачно. Настраиваем Yaku-Wake, тоже включаем использовать полупрозрачность. Что интересно, в Yaku-Wake, в отличие от консоли, матовость так не включится. Включается немножко по-другому. Запускаем Midnight Commander в домашней директории. Заходим в папку config. Там папка Yaku-Wake RC. Открываем ее редактором. По умолчанию он встроенный. Такое белое на синем. Это встроенный редактор MC. В appearance добавляем на одну строчку. Blur равно true. Все, теперь он будет матовым. И заодно сейчас расскажу, как поставить основным редактором Nano. Выбираем экспорт, эдитор равно Nano. Да, только эдитор надо большими буквами набирать. Это для текущего сеанса. Отключаем встроенный. И можно на том же Yaku-Wake RC проверить. Вот он Nano появился. Да, но если вы хотите общесистемное сделать на Nano, так чтобы через sudo открывался тоже Nano, запускаем Midnight Commander под sudo, заходим в Ads, Environment и добавляем строчку Editor равно Nano. Editor тоже большими буквами. Все, теперь у нас в системе основной редактор в консоли это Nano. Теперь цвета, видите, довольно невзрачно смотрится, особенно когда прозрачно. Вот мне не нравится зеленый, например. Хочу синий во внешнем виде, в изменении темы текущей. Вот они цвета. Вот вместо зеленых я ставлю такие сине-фиолетовые. Сейчас на прозрачном они будут очень хорошо смотреться, а потом, когда блер включится, будет неплохо. Перезапускаем Yaku-Wake, чтобы посмотреть, что у нас блер включился. Все, теперь матовая поверхность. Ну и LaTeDock, который мы установили в самом начале. Запускаем его.
правой клавишей по нему, Layouts. В Layouts выбираем Manage Layouts и импортируем тему, которую я под роликом размещу. Так, чтобы с нуля все не настраивать. Применяем, переключаемся на нее. Switch вверху. Все, вот она у нас загрузилась. Перемещаем временно док наверх, чтобы убрать системное меню. Убираем системное меню. И возвращаем док на место. Все, латте сразу при установке прописался в автозагрузку. Да, обязательно, если что-то не работает из меню в доке, надо будет загрузить виджеты. Список виджетов я тоже под роликом размещу. Если что-то не хватает, проверьте. Может быть, их дозагрузить надо прямо из меню виджетов. Правая клавиша на рабочем столе, добавить виджет и добавляете. Ну и не хватает еще, да, картинки не такой мрачной. Вот теперь это похоже на DeepIn. Еще в LaTeDoc назначаем клавишу Windows или Meta, как она в Linux называется, на открытие меню. Вот теперь DeepIn. Вот так теперь у нас выглядит. Это, конечно, не DeepIn, но близко. Тема такая светлая и добрая. Меняем картинку на рабочем столе. Теперь нам нужно зайти в параметры. Набираем вход в систему, это SDM. Тут довольно просто меняется. Прямо кликаем по картинке, устанавливаем из файла то, что закачали. Еще после авторизации идет скринсейвер, вот он в заставке. Но отсюда мы его не поменяем. Поменять его можно в конфиге самой заставки. Находится она в Local, Share, Plasma, Look and Feel и название темы. Там содержание зайти в Contents, выбрать Splash, и в Images можно посмотреть, какой там сейчас текущий background стоит. Какой именно, можно заглянуть в конфиг Splash QML. Вот он, background JPEG. Мы можем просто в эту же папку бросить нашу картинку. И в QML поменять название картинки. Все. Теперь после перезагрузки у нас экран вагона, заставка и рабочий стол будут выглядеть идентично.
В общем, это видео было сделано для того, чтобы потом было проще найти в одном месте все костыли и настройки, которые я делал. И, возможно, это кому-нибудь еще пригодится. Всем спасибо, всем пока. 一江水万